Здравствуйте! Сегодня я вам хочу рассказать и показать, как я вязала салфетку в технике филейного вязания. Она у меня такая получилась. Она состоит из 3 раппортов. Вязала крючком 1,5 миллиметра и пряжа производства Камтекс Дэнди, серия премиум. Цвет брусника номер 088. Это стопроцентный мерсеризованный хлопок в 50 граммах 330 метров. Вес данной салфетки 83 грамма, то есть почти 2 мотка у меня ушло. И размер 36 сантиметров на 78. Единственное, что меня смущало, вот с этой стороны уголки. Уголки с этой стороны вяжутся в процессе вязания рядов, а эти вяжутся с отрывом нити. То есть мы начинаем вот отсюда набор, вяжем, затем следующий ряд, и в конце, в вершине, нитку обрезаем. Затем присоединяем опять нитку и вяжем. И опять нитку отрезаем. Ну что делать? Все концы нити я заправила и клеем приклеила. Ну а вам уже решать, вязать ее или нет. В принципе, можно здесь самому придумать обвязку и ненавязчиво обвязать. Любым удобным для вас методом набираем 152 петли. Вот я набрала уже. И в 5-ю петлю от крючка вывязываем патентный столбик. И в дальнейшем я уже не буду говорить патентный, а просто столбик. Накид 1, 2, 3, 4, 5. Один столбик. Два. Три. Мы с вами вяжем первый ряд. Далее 5 ячеек. 2 воздушные петли. 2 петли пропускаем. В 3-ю вяжем столбик. Один.
5. Значит, раппорт, 3 столбика и 5 ячеек. И опять 3 столбика. И опять 5 ячеек. И так вяжем до конца ряда. Закончила я первый ряд. И что хочу сказать, что первый ряд вяжется только в начале салфетки и в самом конце. А раппорт начнется со второго ряда. Второй ряд. 1 воздушная. Поворачиваем работу. Эту петлю пропускаем. Заходим в следующую. За полупетлю. Теперь нам нужно зайти в сам столбик. Значит, вот полупетля и вот полупетля. Вот нужно зайти под эту. Вот сюда. И тогда у вас столбики будут над столбиками. 4 воздушные. Три столбика. Столбики я вяжу под полупетли. Под арку не вяжу, потому что они будут некрасиво расположены. И третий столбик вот сюда. Далее вяжем 19 ячеек вот таких. 2 воздушные. И над столбиком столбик. 1. Девятнадцать. 6 столбиков. Шесть. 3 ячейки.
6 столбиков. Шесть. 19 ячеек. Девятнадцать. И над этой ячейкой 3 столбика. Три. Значит, еще раз повторю. Первый ряд вяжется только в начале салфетки и в самом конце. Раппорт начинается со второго ряда. Если получится так, что вы не сможете ввести крючок именно вот сюда, вот видно хорошо, воспользуйтесь иглой с тупым концом. Вот, я ею пользуюсь иногда. И вот так петли раздвиньте. Но заходите именно сюда. Значит, как я сказала, второй ряд – это начало раппорта. Я провязала уже 2 раппорта салфетки, и мне нужно вязать со второго ряда. То есть вязать 3-й раппорт. Первый ряд установочный вы свяжете, и дальше вы будете вязать раппорт вместе со мной. Так, это значит, я откладываю. И как я вам уже сказала, я провязала 2 раппорта полных. И теперь буду вязать 3-й раппорт вместе с вами со второго ряда. Будем вязать второй ряд. 1 воздушная, поворачиваемся, 1 петлю пропускаем, заходим под следующую, под полупетлю. Здесь тоже за полупетлю. А здесь, как я говорила, прямо над столбиком. Вот так. И 4 воздушные. И вывязываем 3 столбика. Значит, 2 над аркой. И 1 столбик. Вот. Значит, вы после первого ряда вяжете вот этот второй ряд. Итак, мы с вами вяжем второй ряд. 1 ячейку заполненную провязали. Теперь нужно провязать 19 незаполненных ячеек. 2 воздушные. И над столбиком вяжем столбик.
одна, а всего нужно провязать 19. Провязала я 19-ю незаполненную ячейку. Далее нужно провязать 2 заполненные ячейки, то есть 6 столбиков. Еще раз показываю, куда я захожу. Вот за полупетли. Шесть. Значит, 2 заполненные ячейки – это 6 столбиков. Вот на эту заполненную ячейку внимания не обращайте. У вас в первом ряду здесь будет пустая ячейка. Это у меня последний ряд раппорта. Считайте, что у вас здесь столбиков нет. Так, 2 заполненные ячейки провязали. Теперь 3 незаполненные. Три. И далее опять вяжем 2 заполненные ячейки, то есть 6 столбиков. Шесть. Далее вяжем 19 незаполненных ячеек. Один. Вяжем самостоятельно. 19 незаполненная ячейка. И заканчиваем второй ряд. 3 столбика над незаполненной ячейкой. И переходим к третьему ряду. Одна воздушная. Поворачиваем работу петлями переходом. Доходим вот до этого столбика. Четыре воздушные петли. У нас каждый ряд будет начинаться с заполненной ячейки. 3 столбика. Итак, вяжем третий ряд. 5 незаполненных ячеек. Один. Пять. Далее я вам не буду говорить, сколько ячеек заполнено, а буду сразу говорить, сколько столбиков провязать. Значит, 6 столбиков. Шесть.
10 пустых ячеек. Один, 10. 3 столбика. Три. 2 незаполненные ячейки. И я ориентируюсь по предыдущему ряду, вот. А можно так, 2 столбика пропустить в 3 столбик. Одна. Две. Над ячейкой 3 столбика. Одна ячейка свободная. Три столбика. Две незаполненные ячейки. Три столбика. Десять незаполненных ячеек. Один, 10. 6 столбиков. 6. 5 незаполненных ячеек. Один, 5. 3 столбика. Закончили третий ряд. Переходим к четвертому ряду. Одна воздушная. Поворачиваем работу. Заходим под
полупетли. А здесь прям в столбик. Четыре воздушные. Три столбика. Две незаполненные ячейки. Один. Два. Три столбика. Три. Одна ячейка незаполненная. Девять столбиков. Один. Девять. Три пустые ячейки. Три. Шесть столбиков. Кстати, что хочу сказать. Если вы вдруг не сможете попасть в петлю, значит, с обратной стороны вот так ее подтяните. И можно в нее зайти. Шесть. Семь пустых ячеек. Один. Семь. Три столбика. Три. Одна ячейка незаполненная. Три столбика.
3. 7 незаполненных ячеек. 1, 7. 6 столбиков. 6. 3 пустые ячейки. 3. 9 столбиков. 9. 1 пустая ячейка. 3 столбика. 3. 2 ячейки свободные. 3 столбика. Как мы заканчиваем ряд. Три. Пятый ряд. В пятом ряду нужно добавить вот такую ячейку. Значит, в начале ряда, как добавляется, 6 воздушных петель. 6. Заходим в пятую петлю от крючка. Вот 1, 2, 3, 4, 5. Оттяните полупетлю. Вот так. И поверните работу. И теперь в нее заходим и провязываем столбик. Один. Теперь заходим вот в эту петлю, за полупетлю. Два. И сюда 3. Далее вяжем 5 незаполненных ячеек.
1, 5. 9 столбиков. Один, девять. 3 пустые ячейки. Три. 6 столбиков. Один, шесть. 6 незаполненных ячеек. Один, шесть. 6 столбиков. Один, шесть. 1 незаполненная ячейка. Шесть столбиков. Один, шесть. 6 незаполненных. Один, шесть. 6 столбиков. Один, шесть. 3 незаполненные ячейки. Три. 9 столбиков. Один, девять. 5 пустышек. Один, 4. И вот в петли подъема пять. Но у нас ряд заканчивается всегда заполненной ячейкой. Значит, нам нужно в конце ряда добавить 3 столбика. Накид.
заходим в ту же петлю, откуда у нас выходил последний столбик. Вытянули петлю. И далее 2 раза по одной петле. 1, 2. И 2 раза по 2 петли. 1, 2. Это мы добавили 1 столбик. Накид. И теперь заходим. Вот самая первая петля за всю петлю. Вытянули. 2 раза провязываем по одной петле. 1, 2. И 2 раза по 2 петли. 1, 2. Мы добавили еще 1 столбик. И 3 столбик. Заходим за всю петлю. Вытянули. Провязываем 1, 2. По 2 петли. 1, 2. Это мы закончили 5-й ряд. Переходим к 6-му ряду. Надо добавить 3 столбика. В начале ряда добавляем из воздушных петель. 6 воздушных. В 5-ю петлю. Так. И вот сюда заходим. И провязываем столбик. 1. И 2 вот в эту петлю. А 3 уже сюда. Вот заполненная ячейка. Далее 3 пустых ячейки. Три. 9 столбиков. Один. Девять. Одну незаполненную ячейку. То есть 2 столбика пропускаем, на 3-м вяжем столбик. Опять 9 столбиков. Один. Девять. Одна незаполненная ячейка.
И опять 9 столбиков. Один. Девять. 3 незаполненных ячейки. Три. 12 столбиков. Один. Двенадцать. 3 ячейки. Три. 12 столбиков. Один. Двенадцать. 3 пустых. Три. 9 столбиков. Один. Девять. Одна ячейка свободная. Девять столбиков. Один. Девять. И опять одна пустая ячейка. Девять столбиков. Один. Девять. 3 пустых ячейки. Три. И надо добавить в конце ряда 3 столбика.
Это мы закончили 6-й ряд. Теперь нужно перейти к 7-му, добавить 3 столбика. Далее 4 пустых ячейки. Четыре. 12 столбиков. Один. Двенадцать. Одна ячейка не заполненная. Шесть столбиков. Один. Шесть. Одна незаполненная. Шесть столбиков. Один. Шесть. Две незаполненные ячейки. Девять столбиков. Один. Девять. 4 арки по 5 воздушных петель. Пять. Вот 2 клетки пропускаем. Можно посчитать по столбикам. 1, 2, 3, 4, 5. Над 6-м столбиком столбик. А можно ориентироваться по предыдущему ряду. Так, одна арка. Вторую вяжем. 5. Вот. Значит, берем 3 столбика и пустую ячейку.
2 арки. Дальше 1, 2, 3, 4, 5. Берем 2 пустые ячейки. Это уже мы 3 связали. 1, 2, 3, 4, 5. Так, смотрим. Вот берем 2 ячейки. Или 1, 2, 3, 4, 5. Над 6-м столбиком вяжем столбик. Так, 4 есть. Дальше маленькая ячейка, незаполненная. Девять столбиков. Один. Девять. 2 незаполненные ячейки. Шесть столбиков. Один. Шесть. Одна пустая ячейка. Шесть столбиков. Шесть. Одна ячейка незаполненная. Двенадцать столбиков. Один. Двенадцать. 4 незаполненных ячейки. Четыре. И надо добавить заполненную ячейку, то есть 3 столбика.